В мире происходит много чего странного и необъяснимого. В этом выпуске мы решили рассказать вам о нескольких жутковатых и загадочных исчезновениях людей. Начнем мы с мистического треугольника Беннингтона. Это город Беннингтон и перекресток двух проселочных дорог в 20 километрах от города Беннингтона. Именно в этом загадочном треугольнике Беннингтона с 1920 по 1950 год, то есть в течение 30 лет, пропали не менее 40 человек. Они исчезали из своих машин, дворов, прямо из постелей. Точками указаны официальные случаи пропажи людей в треугольнике Беннингтона. Последней исчезнувшей стала молодая женщина Фрида Ленгер, кстати, единственная, чей труп нашли. 28 октября 1950 года Фрида и ее двоюродный брат Оливер отправились на прогулку в район пустоши вблизи холма Глестонберри. Фрида захотела отдохнуть на поваленном дереве рядом с тропинкой. Ее спутник отошел на несколько метров от бревна. Когда же он обернулся, оказалось, что сестра исчезла. Девушка не могла уйти, Оливер отвернулся всего на несколько мгновений. Создавалось впечатление, что она просто растворилась в воздухе. На следующий день муниципальные власти организовали поиски. Пустошь прочесали метр за метром, но ничего так и не нашли. Через 7 месяцев тело исчезнувшей появилось на том самом месте, где она пропала, возле поваленного бревна. Труп нашел отец, приходивший к бревну каждый день. Ну а это событие, произошедшее 21 октября 1978 года, связанное с необъяснимым исчезновением 19-летнего пилота самолета Cessna 182L во время его полета над Бассовым проливом в Австралии. Считается одним из наиболее хорошо изученных и документированных загадочных инцидентов такого рода. На протяжении перелета Валентич неоднократно связывался с управлением воздушным движением в Мельбурне и сообщал о необычном воздушном судне, которое преследовало его. Он описывал странности в поведении судна и его конструктивные особенности. Его последнее сообщение гласило: «Этот странный самолет снова завис надо мной. Он висит. И это не самолет». За этими словами последовали 17 секунд шума, описанного как металлические, скрежещущие звуки, после чего связь оборвалась. Ни сам Валентич, ни его самолет так и не были обнаружены. После проведения тщательного расследования Министерство транспорта Австралии пришло к выводу, что определить причины исчезновения самолета и пилота не представляется возможным. В октябре 1955 года торговое судно с названием MV Джойта отплыло из Самоа в двухдневный вояж на острове Токелау. На борту было 25 человек и груз, состоящий из древесины и пустых бочек нефти. 4 дня спустя порт назначения разослал сообщение, что корабль не дошел. Сигналов бедствия получено не было. Джойта исчез. Была организована большая миссия по поискам исчезнувшего корабля. Судно было найдено лишь через месяц, бесцельно плавающим в 600 милях от Самоа, наполовину погруженный в воду. На борту никого не было. Получается, что корабль дал течь. Команда собрала вещи и свалила. Но данного урона было недостаточно, чтобы просочилось достаточное количество воды внутрь корабля. MV Джойта подпрыгивала бы на волнах еще несколько дней, как пробка. Дальше круче. Большинство окон судна были разбиты. Главный двигатель был покрыт матрасами, без видимых причин на это. Один из пассажиров был врачом, его сумка была найдена на палубе. Несколько инструментов исчезли, вместо них лежали кровавые лохмотья. В довершении сцены генератор остановился в 10:25. Никаких теорий, никаких фактов, ничего больше про этот корабль известно не было. Исчезновение Гарольда Холта. Австралийский политик, 17-й премьер-министр страны. 17 декабря 1967 года премьер-министр со своими друзьями в сопровождении телохранителей отправился в порт Филипп-Бэй. Там он должен был присутствовать на встрече английского яхтсмена Алика Роуза, совершающего в одиночку кругосветное плавание. После торжественной церемонии встречи путешественника Холту захотелось искупаться, и они с друзьями направились к малолюдному пляжу Шевиот на океанском побережье. Он решительно направился к морю, нырнул в воду и поплыл. Вскоре он пропал из виду. Встревоженные телохранители бросились вслед за ним, но обнаружить Гарольда Холта на воде им не удалось. Немедленно были вызваны полицейские и профессиональные военные водолазы. Существуют версии, что он мог совершить самоубийство.
Также были версии, что Гарольд Холт был резидентом китайской разведки. Почувствовав свой близкий провал, премьер-министр тщательно спланировал побег. Но окончательной версии так и нет. Человек просто исчез. Друзья, оцените этот ролик лайком или дизлайком, а также не забывайте, что под видео можно писать комментарий. А на этом пока все, увидимся с вами в наших следующих выпусках. Желаем всем хорошего дня и берегите себя, друзья!